О крупном игроке сейчас не говорит разве только ленивый. Есть даже целые концепции типа Smart Money и многие другие. Вы, наверное, слышали такие фразы, как ордер блок, блоки заказа и так далее. Трейдеры пытаются все постоянно усложнить, и надо сказать, что этот канал ведется с 2012 года, уже почти 10 лет. Я говорю о крупном игроке. И во многом те знания, которые вы можете встретить в интернете сейчас, это переработка той информации, которую мы продавали раньше и которую я выпускал в этом публичном канале. И сейчас я вам расскажу основные элементы, как ловить крупного игрока за хвост, где он может находиться и как на основе этого принимать ту или иную информацию. Всего вообще существует 4 места, где может находиться крупный игрок. И прежде чем я начну перечислять их, давайте мы вначале остановимся немного на теории. И поймем, почему вообще в принципе крупный игрок имеет какое-то значение, зачем трейдеры его ищут и в чем основная, так сказать, проблема. Во-первых, существует теория, что крупные деньги толкают рынок постоянно. Если рынок движется в ту или иную сторону, то это только потому, что так якобы придумал крупный игрок. На самом деле эта теория не выдерживает никакой критики. И, конечно же, не каждое движение в рынке создает крупный игрок. И это просто невозможно в силу ряда обстоятельств, таких как наличие маркетмейкера, например, который не является крупным игроком и который не разводит вас на стопы, который просто помогает ликвидностью, подбирает эту ликвидность, либо забирает ее. А также под ликвидностью я подразумеваю большие позиции у крупных денег. И если вы крупный игрок и хотите повести куда-то цену, будете ее постоянно вести, вам просто не даст это сделать маркетмейкер в силу ряда причин. Плюс существуют технологические ограничения. Например, если ваша позиция может вызвать движение в 2% по акции, вашу заявку попросту не исполнят, чтобы вы понимали. Про это обычно все молчат, потому что в целом это не вяжется с той концепцией, что везде есть крупный игрок и что сейчас он поведет куда-то цену. Потому что когда мы исследуем крупного игрока, мы приходим к тому, что он есть не везде, и что в целом нам нужно искать этого крупного участника рынка. И почему же нам нужно его искать? Да потому что у него большая позиция. И если большая у него позиция, хочешь не хочешь, он все равно будет влиять на рынок. Но зачастую это влияние, оно неосознанно, и сам крупный игрок не знает, где и когда он будет входить, где и когда он будет выходить. По этой причине зачастую элементы появления крупного игрока можно встретить в любом, по сути дела, месте, но зачастую, конечно, это происходит именно в местах столкновений интереса, то есть там, где участники рынка совершают массово торговые операции. Такими местами являются уровни, такими местами являются также временные, например, области, допустим, переход от одной сессии к другой сессии, либо ночная сессия, когда там, в общем, есть свои нюансы, давайте обо всем по порядку. Так вот, в чем основная загвоздка. Предположим, вы крупный игрок, и у вас просто огроменная позиция, допустим, на 50 миллионов долларов. Только не зимбабвийских долларов, а настоящих долларов. И вы хотите повести цену в ту или иную сторону. Для этого вам нужно такое количество покупателей и продавцов, которое способно удовлетворить ваш спрос либо предложение. Все это достаточно сложный процесс, в особенности, если вы собираетесь торговать какой-то неликвид, например. Понятное дело, что вы будете вынуждены искать такие места, где спрос либо предложение сможет удовлетворить вашу позицию. Такими местами зачастую, конечно же, являются уровни, и потому что на уровнях как раз-таки в основном участники рынка совершают торговые операции. Помимо этого, вы можете делать всевозможные манипуляции рынком, причем под манипуляциями я сейчас подразумеваю кратковременные манипуляции. Маловероятно, что существуют какие-то долгосрочные манипуляции, но и не без них. Обычно в долгосрочных манипуляциях подключается еще какая-то информация сверху, которую забрасывают предварительно в средства массовой информации, в Твиттер, и вы знаете миллион примеров, когда такое происходило. Например, на момент записи вышла информация, что один пользователь сделал фейковый аккаунт американской фармацевтической компании, которая выпускает дорогой инсулин. И на этот аккаунт купили галочку в Твиттере за $8. Там вышла информация, в итоге инвесторы это прочитали, и из-за чего компания упала примерно где-то на 3%, это очень мало на самом деле, потому что в целом падение может быть и больше, но тем не менее это произошло. В связи с этим произошло движение, которое по совокупности составило примерно 16 миллиардов долларов. Поэтому если это крупный участник рынка, он может делать подобные манипуляции. Такое постоянно систематически происходит в виде
посева различной информации, по средствам массовой информации и так далее. Но не в большом масштабе обычно движение происходит туда, где массово принимаются торговые решения. Этими местами являются места за уровнями, то есть примерно где-то в этой области, поскольку здесь находится максимальная концентрация интересов. То есть с одной стороны у нас есть участники рынка, которые будут продавать от этого уровня, и с другой стороны у нас есть те же самые участники рынка, которые будут выставлять свои стоп-приказы. Естественно, если вы какой-то крупный игрок, и вы, например, хотите загрузить свою позицию, предположим, это маржинальная позиция на продажу, что вам необходимо? Вам необходимо, чтобы кто-то вот здесь вот по верхушкам вам продал свою позицию. Это достаточно сложно сделать, поскольку позиция у вас в целом достаточно большая, и вы вынуждены искать тех, кто будет покупать вот здесь вот прямо по хаям. Понятное дело, что дураков достаточно мало, и естественно тех людей, которые будут покупать прямо по хаям, вам вполне может не хватить. Более того, вы можете даже не загрузить свою позицию, в особенности если у вас очень большая позиция. Что вы можете сделать? Вы можете кратковременно себе в убыток толкнуть рынок наверх, и тогда те, кто вот здесь вот продавали, вот здесь вот продавали, будут массово выходить из своей позиции. Выход из продажи – это рыночный ордер на покупку. Под этот рыночный ордер на покупку вы выставляете свой лимитный ордер на продажу. И как следствие цена делает резкое движение наверх, исполняет вас, вы загружаете свою позицию, и дальше происходит резкое движение вниз. Почему оно происходит? Во-первых, вы полностью выкупили весь спрос, который был на рынке, массово и с одной точки, это с одной стороны. С другой же стороны, предложение никто не выкупает. То есть предложение как было в рынке, так оно и остается, поскольку здесь всегда на верхушках находятся те, кто желают продать по верхам. Это логично. Они продают там, где дорого, то есть фиксируют часть своей позиции, в связи с чем у нас происходит движение вниз. Моментально в этот момент здесь образуются большие объемы. И большие объемы как раз таки и показывают крупного игрока, как раз таки и показывают место, где появился этот крупный игрок. То, что я сейчас вам нарисовал схематично, называется ложный пробой, когда мы имеем уровень, мы имеем движение за этот уровень, потом последующее появление объема и последующее появление движения, резкого движения вниз. Так, давайте мы с вами запишем. Ложный пробой – это один из способов по нахождению крупных денег. На движении создается сильный выброс за уровень и такой же сильный в обратную сторону. Причем ложные пробои бывают разные. Бывают ложный пробой, как я нарисовал, он происходит быстро, мощно и происходит двумя-тремя свечами. То есть одна свеча пошла наверх, потом такая же пошла вниз. Бывает также другая ситуация, когда в рынках формируется небольшая свеча с большой тенью. И просто это все происходит в одной свече. Тогда вы будете видеть тень за уровень. Также вы можете видеть такую ситуацию, когда рынок зайдет за уровень, чуть-чуть потопчется. И вот здесь вот уже на движении вниз вы будете видеть ускорение движения вниз. К чему я делаю такой акцент? К тому, что если вы видите пробой уровня, этот пробой уровня истинный, мы пробили здесь уровень, и это не ложный пробой, то на движении назад к этому уровню, то есть на его ретесте это называется, да, на его откате, вы будете видеть снижение свечей, то есть свечи будут становиться меньше, меньше, меньше и меньше, если это истинный пробой. Если это ложный пробой, на движении к этому уровню вы наоборот будете видеть ускорение движения, то есть каждая последующая свеча будет становиться больше, больше, больше. Я вам буду показывать ложные пробои, которые случаются каждый день. Буду показывать вам на криптовалюте с периодом час. Но вы должны знать, что это происходит в принципе на любом таймфрейме, на любом инструменте вы можете это заметить. Вот пример ложного пробоя. Здесь был уровень, рынок пробил этот уровень, откатил к нему с обратной стороны. И обращаем внимание, что он сделал резкий прокол наверх. Здесь произошел так называемый сбор ликвидности, про который мы только что сказали. Ну, трейдеры называют это сбор ликвидности, то есть вот эти стопы, как таковые, они просто-напросто собираются. Все это происходит, обратите внимание, куда? Не четко в этот уровень, не до уровня, а четко за уровень. Причем здесь выбило всех. Здесь выбило тех, кто здесь каким-то образом пытался продать, тех, кто здесь пытался продать, всех выбило. Даже этот хвостик идет, видите, хоть чуть-чуть, но он идет выше,
этого максимума. Это классическая схема, и такое происходит практически постоянно. Просто этот пример, он прям так сильно бросается в глаза. И обращаем внимание, что на этом ложном пробое у нас есть большой повышенный объем. Это ключевой момент. На ложных пробоях мы всегда имеем большой объем. Где здесь вставать в позицию? Значит, смотри, если ты с яйцами, то в данном случае, во-первых, все это нужно делать по контексту. В данном случае движение было вниз, и контекст был направлен вниз. Если это происходит по контексту, и ты видишь ложный пробой тоже по контексту, то ты можешь просто-напросто заходить вот здесь в продажу, в произвольном месте усреднять свою среднюю вход. Здесь продал, здесь продал, здесь продал. Делать это нужно не до безумия. Обязательно нужно соблюдать правила риск-менеджмента, мани-менеджмента. Здесь мои платные уроки, и в том числе и бесплатные на канале, помогут. То есть вы должны понимать, где вы должны выходить в случае, если рынок пойдет не туда. То есть весь депозит не нужно вкидывать в одну идею. Это так торгуют только дебилы, не нужно так делать. То есть выделить там, например, насколько ты готов рискнуть. Там, например, я готов там 5000 рублей на это деле потерять. И вот я эти 5000 рублей распределяю на каждую сделку так, чтобы если рынок пошел еще выше, я еще бы зашел повыше, да, еще выше, еще бы зашел повыше. Это только если ты с яйцами. Говорю так, потому что нужно держать себя, нужно иметь волевое вот такое что-то, да, потому что с большой вероятностью ты столкнешься с тем, что рынок будет расти безоткатно, и надо будет выходить. Это очень сложно морально, в особенности, если ты нарастил убыток очень сильно. Если ты только начинающий, нет у тебя слабости, жди ближайшего колена, заходи на колени. В нашем случае ближайшее колено было вот здесь, но по правде сказать, тут бы никто не сделал бы никакую сделку, потому что слишком низко. Обычно рынок может сделать небольшое колено вот сюда, и на колене ты увидишь снижение свечей с последующей реализацией вниз. Стоп-приказ выставляешь за это накопление, take profit смотришь по обстоятельствам. Но общая логика именно в этом, то есть заходить на ближайшем колене. Есть еще примеры ложного пробоя. Вот пример ложного пробоя. Здесь я немножко скажу. Я это все сейчас показываю на истории, но все то, о чем я говорю, я торгую на реальном счете, на реальных деньгах. У меня на канале каждую неделю выпускается несколько видео с моими сделками, где я рассказываю о том, как я сделал сделку, показываю результат на реальном счете. И я тебе оставлю ссылку на плейлист, где я как раз таки это торгую на реальном счете, чтобы у тебя не было никаких сомнений, что это просто от фонаря придумал и тебе рассказываю. Я это все торгую. Просто нам формат вот этот обучающий проще сделать таким образом, чтобы и ты понимал, и чтобы на это все ушло и у меня немного времени. Вот еще пример ложного пробоя. Только здесь этот пробой произошел в виде такой шпильки. То есть не было полноценного движения. Резкое движение вниз, резкое движение наверх. Торгуется точно так же, как и в предыдущем случае. Что касается ложного пробоя, который происходит определенным движением. Да, вот еще, кстати, ложный пробой. Обращаем внимание, что на каждом ложном пробое есть объемы. И это ключевой момент. Если нет здесь объемов, то делать здесь, собственно говоря, нечего. Вот пример ложного пробоя движением. Кстати, я его показывал уже в другом примере, в другом ролике. Примерно в подобном контексте. Здесь мы имеем уровень, я тогда торговал, по-моему, даже этот день, нет, торговал чуть позже этот день. Мы имеем уровень, мы имеем пробой за этот уровень, и вот у нас сложный пробой. Есть важный нюанс, когда мы имеем пробой движением, не одним вот каким-то вот, собственно говоря, проколом, а движением, мы будем иметь обычные объемы, либо объемы будут ниже среднего. Это связано с тем, что данный ложный пробой размазан во времени. И поэтому объемы торгов, они тоже размазаны во времени. Здесь не будет вот таких вспышек, которые мы обычно наблюдаем на определенном движении. Но тем не менее, такие ложные пробои чем интересны? Кстати, обрати внимание, пробили объем, пробили уровень, и то, что я говорил чуть раньше, оно здесь и происходит. Когда рынок движется к этому уровню, мы имеем ускорение, мы не имеем замедления. А вот чуть дальше рынок тестирует этот уровень с обратной стороны. Обращаем внимание, что когда рынок подходит к этому уровню, мы здесь имеем замедление. Рынок замедляется наоборот. Это важный момент. Если ты записываешь, пожалуйста, как-нибудь черкани, что это очень важно. Что когда мы имеем движение за уровень ложным пробоем, мы имеем, во-первых, обычные объемы,
И движение к этому уровню, то есть ретест, мы имеем ускорение цены. Торговать здесь еще проще, чем предыдущие случаи. Здесь обычно колено всегда происходит либо вот таким макаром, либо где-нибудь вот здесь. Но обычно вот здесь вот происходит, здесь, как и сами, здесь произошло сверху, собственно говоря, колено. Можешь колено ждать еще чуть ниже, можешь ждать колено чуть ниже, иногда рынок делает вот такое как бы ложное дно, да, и откатывает опять с обратной стороны, и делает вот здесь вот колено. Иногда бывает такое. Кстати, вот эта вся ситуация, она вся смотрится в едином целом. То есть вот у тебя был ложный пробой, а вот его продолжение, вот колено появляется через черт знает какое время. Это ключевая тоже особенность таких движений, ложных пробоев, что если в рынке появился крупный капитал, он просто так не выйдет. То есть если у него есть большая позиция, он будет ее загружать. Никуда вы, собственно говоря, с этого не денетесь. Второй способ спалить крупного игрока — это большие тени, особенно по движению. Если на рынке появляются тени либо в сторону, да, движения, а после рынок начинает замедляться, это признак наличия крупных денег в рынке и последующей остановки движения. Очень сложный пример, и очень сложно будет это показать, в особенности, если вы начинающий, у вас каждая шпилька — это крупный игрок. Это не так. Каждая шпилька — это не крупный игрок. Важно здесь уловить общую концепцию. Общая концепция звучит в следующем. Вот, допустим, у тебя есть рынок, и рынок у тебя растет. Что здесь происходит? Давай я буквально вот на секунду заткнусь, и ты просто подумаешь, что же здесь происходит. Вот рынок у тебя растет. Здесь, естественно, люди покупают. И это логично, да, что цена привлекает к себе покупателей. Чем больше она будет расти, чем больше будет понятнее движение, тем больше будет желающих купить. Я вот просто тащусь от этой фразы, которую мне в свое время сказал мой сенсей 15 лет назад. Запиши ее, это прям вот, дико вот прокачает тебя, в особенности, если ты дело это не бросишь и будешь дальше идти, будешь понимать эту фразу в новых красках. Цена — это как реклама. Она привлекает к себе инвесторов. И чем, например, она больше и понятнее растет, тем больше и понятнее эта реклама. Чем больше она красивее, тем больше будет желающих зайти, собственно говоря, в эту лоховозку. Понятное дело, что рано или поздно этих участников рынка будет недостаточно, но пока такое не произошло, цена будет расти. А теперь предположим, что на фоне роста вот этого количества покупателей, ведь здесь постоянно увеличивается количество покупателей, еще раз говорю, до поры до времени. Если ты крупный участник рынка, что ты можешь сделать? Ты можешь просто-напросто всех этих товарищей выкупать. Каким образом? Ты можешь просто выставлять потихонечку по ходу движения, усреднять свою среднюю хода, выставлять свои отложки на продажу. И тогда со стороны обывателя ты никогда не спалишься. Это будет очень сложно. Но одно дело, когда мы говорим о ложном пробое, здесь не спалиться со стороны крупного игрока невозможно. Огромные объемы, туда пошли, сюда пошли. Это просто бросается в глаза. А если ты по чуть-чуть будешь заходить в позицию, размазано во времени, то ты никогда не спалишься. Очень сложно будет спалить твое движение, поэтому крупные участники рынка, прям совсем крупные. Я общался как-то с трейдером, который работал в одном доме, и управлял достаточно большой суммой капитала, в районе десятки, по-моему, 10 миллионов долларов. И вот они как раз-таки это делают. То есть они стопы разгружали на движениях, входили тоже на движениях с усреднением. И как раз-таки никто никогда не мог сказать, где конкретно они входят, где конкретно они выходят, потому что это технически проблематично. Но все-таки есть небольшой нюанс. Небольшой нюанс кроется в том, что обычно, когда рынок ударяется об какую-то лимитную плотность, что мы будем видеть на графике? Вот цена у нас движется в одну сторону, ударяется об лимитную плотность. Что происходит в этот момент? Конечно же, здесь с огромной вероятностью рынок дальше уйдет в коррекцию. Что мы будем видеть на графике? Мы будем видеть на графике такую свечу с хвостиком. И когда мы имеем загрузку крупного капитала на движении, мы будем иметь свечи с хвостиком по движению. Эти свечи с хвостиком по движению указывают, что здесь просто находились загрузки. Почему я говорю, что это будет сложно для новичков распознать вот это вот движение? Потому что новички любят каждую свечку, каждую шпилечку интерпретировать как крупного игрока, хотя там такого не происходит. Чуть дальше на том же самом биткоине это и происходило.
Здесь важно сделать небольшую пометку. Когда мы говорим про крупного игрока, умные деньги, это не означает, что один на планете вот крупный игрок есть, дядя с усами, сидит, собственно говоря, и манипулирует, разводит вас на стопы, дураков. Понимаете? Так не происходит, понятное дело. Когда мы говорим про крупные деньги, мы подразумеваем, что этих крупных денег, этих крупных игроков много, и они могут конкурировать между собой. И это нужно держать в голове, потому что иногда вы будете встречать ситуации, когда как бы противоречивые. С одной стороны, вы будете получать ложный пробой в одну сторону, а с другой стороны, вы будете получать шпильки в другую сторону. Вполне вероятно, что там может находиться несколько крупных игроков, и они просто зажали рынок, и пока кто-то кого-то не сожрет, рынок никуда не пойдет. Вот здесь была загрузка, вот она. Это один из таких очень красивых примеров, который хотелось бы мне показать. Мы видим, что здесь происходят шпильки. Шпильки направлены по движению. И есть важный момент. На этих шпильках есть объем. В данном случае объем, конечно, не будет такой большой, как на ложном пробое. Вот ложный пробой произошел чуть-чуть дальше. Вот ложный пробой с огромным объемом. Здесь будет происходить немножко другой объем, да, чуть-чуть поменьше. Но объем здесь всегда будет присутствовать, потому что крупный игрок, большая позиция, естественно, это все он себя показывает и с помощью крупных объемов. Также может быть чередование, либо совмещение вот этих вот методов. То есть может появиться ложный пробой, и одновременно может появиться, соответственно, шпильки. И также может появиться и третий пример, это узкие боковики. Зачастую боковики являются местом сбора крупной позиции. Что подразумевается? Под боковиком я подразумеваю, обычный боковик, но здесь нужно иметь в виду. Имеется в виду именно узкие боковики. Боковики, в которых вам сложно торговать, в котором вы, скорее всего, зайдете, я более чем уверен, что зайдете, но в который лучше, соответственно, не заходить. Когда мы имеем размашистый боковик, это вполне вероятно просто боковик, сформированный как бы равенством сторон, то есть покупатели и продавцы уравновешены. Иногда мы будем иметь небольшие боковички. То есть они не будут совсем маленькие в рамках там, например, 1-2 свечек, 1-2 свечки происходит боковик. Это обычно боковик, когда мы говорим об отсутствии торговой активности, который сформирован, например, какими-то событиями. Давайте я покажу на примере лучше, чтобы вы понимали. Вот этот боковик, это просто отсутствие торговой активности. То есть участники рынка не совершают торговые операции, совершают, но их очень мало, очень незначительно. И рынок как бы сжимается. Обычно после этого рынок разжимается, понятное дело, на фоне, собственно говоря, с этим боковиком разжатие происходит достаточно серьезное. Но обычно здесь просто нет торговой активности как таковой. Если мы откроем чуть-чуть побольше графика, мы здесь увидим вот такой большой боковик. Этот большой боковик сформирован равенством сторон. То есть участники рынка уравновешены между собой. И покупатели и продавцы плюс-минус одинаковые, поэтому рынок находится в таком большом диапазоне. Такие большие массивные боковики, им свойственно тоже накапливать позицию. Я немножко проговорился про позицию чуть позже, но обычно это накопление позиции происходит просто потому, что здесь много участников рынка. И здесь нет какого-то умысла со стороны крупного игрока, и здесь нет этого крупного игрока, нет смысла тут его искать. Хотя он, конечно, может тут и быть. А вот пример боковиков, в которых мог находиться крупный участник рынка. Вот боковик, вот боковик. Обратите внимание, это нечто среднее, хотя среднего я бы здесь не сказал, скорее это просто небольшой боковик. И обратите внимание, здесь очень сложно торговать, потому что если бы вы здесь вовремя заметили, что это боковик, вы бы где-то вот здесь заходили, пока нажмете на кнопку «Исполняет вас вот здесь», вам уже выходить нужно. И вот в таких боковиках, в которых очень сложно зайти в позицию, да, потому что очень маленькое расстояние этого боковика, зачастую происходит наращивание позиций со стороны крупных денег. Обычно, когда рынок, например, движется в каком-то диапазоне, и вы крупный участник рынка, вам нужно загрузить какую-то позицию по конкретной какой-то цене, вы просто в тупую запираете рынок двумя лимитами. Вы выставляете здесь заявку и здесь заявку. В итоге рынок находится в определенном сжатом диапазоне, и вы здесь совокупную заявку просто-напросто загружаете.
Это происходило еще при царе Горохе, сейчас это происходит примерно то же самое, то есть и сверху, и снизу стоит две большие плотности. Поначалу крупняк начинает торговать против своих позиций, то есть его совокупная позиция может выйти ему даже в минус, но со временем здесь уже подключаются реагирующие трейдеры, которые просто-напросто точно так же подсовывают свои лимиты, видя, что на рынках начался боковик, они тоже хотят на этом заработать, и выставляют свои лимиты вместе с крупным игроком, из-за чего рынок запирается, и здесь крупный игрок может, из-за того, что это все происходит достаточно долго, может очень долго загружать свою позицию. А будем с вами откровенны, вы зачастую будете видеть боковики, и вот сказать, что вот в этом боковике 100% находится крупняк, это нужно хлебнуть лихо на самом деле, чтобы такое сказать. Потому что мы не знаем по поводу боковика, вот если мы говорим про тени свечей, там действительно можно сказать, вот здесь крупняк загружается. Или если мы видим ложный пробой, мы 100% можем сказать, тут 100% есть крупняк. Но если мы видим боковик, сказать о том, что вот тут 100% крупняк, это очень опрометчиво на самом деле. По этой причине, когда мы видим определенный боковик, ждем его реализации. В случае, если эта реализация происходит в сторону вышестоящего таймфрейма, например, торгуете вы 5-минутку, а у вас на часовике, например, 5-минутку в данном случае торгуете, а у вас на часовике, допустим, тренд направлен вниз. В данном случае мы ждем движения вниз, пробоя этого боковика, ждем ретеста и здесь заходим в продажу. С пониманием, что здесь находился крупный капитал. А это означает, что если здесь находился крупный капитал, и если мы зашли в эту позицию, это увеличивает наши шансы на успех. Это увеличивает вероятность того, что рынок будет дальше двигаться в очень красивом движении. В очень хорошем движении, на котором вы и сможете заработать. Что здесь, кстати говоря, и произошло. Обратите внимание, рынок заперт был в боковике, после этого произошел пробой этого боковика, ретест этого боковика с обратной стороны, вот здесь, и тут можно было искать точку входа. Причем эти точки входа одни из самых лучших, потому что вы можете поставить стоп-приказ за это колено, ну а Take Profit смотрите по обстоятельствам. Обычно рынок преодолевает движение примерно где-то 2-3 размера этого боковика. Здесь так и произошло. Вот у нас раз размер этого боковика, да, грубо говоря, и вот 2 размер этого боковика. 2 размера боковика мы обычно имеем. И четвертое, это резкие импульсные падения. У этого термина существует огромная масса названий. У этого явления, да, бывают там и блоки заказа, в общем-то, еще раз говорю, каждый придумывает кучу различных терминов. Тебе нужны места, где рынок резко развернулся в противоположную сторону, поскольку именно здесь, с точки зрения этой концепции, находятся интересы крупного участника рынка. Для этого тебе необходимо найти место, где это произошло. Дальше, после этого тебе необходимо, вот, например, вот это место. Работает на любом таймфрейме, показываю на 3 минутах. Можете использовать на любом таймфрейме. Тебе нужно выделить следующую свечу, то есть импульсную свечу в нашем случае. Давай я схематично это нарисую, чтобы было понимание. Допустим, рынок растет. У нас здесь формируется такая бычья свечка, да, а потом последующая медвежья свечка. Тебе нужно выделить вот эту область. Ну и после этого происходит движение. Именно здесь, с точки зрения этой концепции, будут находиться интересы крупного участника рынка. И с большой вероятностью именно здесь ты и найдешь, касаемо следующего движения, что ты найдешь здесь разворот. Важно иметь в виду, что иногда бывает такое, что рынок здесь вначале сделает ложный пробой, вспоминаем предыдущие блоки, про которые я говорил, и происходит движение в противоположную сторону. Собственно говоря, вот этот поиск данных точек входа, он, по сути дела, ничем не отличается от поиска определенных уровней. И работает он точно так же. То есть вот мы поставили эту область, рынок вновь подходит к этой области и отпрыгивает. Теперь мы можем поставить, например, вот здесь область, да? Область, когда рынок улетел. И с большой вероятностью в дальнейшем рынок тоже здесь сделает определенный откат. А здесь, как и в уровнях, чем выше таймфрейм, тем больше это будет работать. Чем, соответственно, больше было движение вниз, тем больше будет это работать. Но при этом не забываем о том, что здесь может быть ложный пробой.
Вот как один из вариантов. Рынок сделал ложный пробой, после этого откатил вниз, произошел откат четко в эту область и происходит дальнейшее движение. Опять-таки находим такие места, где рынок продемонстрировал резкое движение. И всегда видим реакцию рынка на эту область. Попробуйте, проэкспериментируйте, сделайте точно так же. Попробуйте, я думаю, что у вас получится. Главное, это чтобы было резкое, большое движение. Не чтобы оно просто было как вот здесь. Это как бы движение, но оно такое не особо. Главное, чтобы прям вот серьезное было движение, да, взлет, либо резкое падение, как вот здесь. Как вот здесь. Как вот здесь. Чтобы было серьезное движение. Используйте это для поиска крупных участников рынка. Давайте мы с вами все повторим. Крупный игрок палится на ложном пробое. Всегда ложный пробой проявляется на больших объемах. Можем его спалить, этот самый ложный пробой, на резком движении вверх-вниз, на шпильке, либо на движении. На движении вспоминаем, что у нас не будет объемов. Входим при ближайшем колене. Если вы с яйцами, то можно через усреднение. Второе. Большие тени, особенно по движению. Видим большие тени по движению. С огромной вероятностью здесь находится крупный капитал, который загружает свою позицию. Это не повод нам вставать против, соответственно, этого движения, но это повод, в случае, если мы в прибыли, зафиксировать часть позиции, либо искать точку на разворот, в случае, если в рынках начнет этот разворот появляться. Третье – это узкие боковики. Боковики, в которых очень сложно торговать, но которые не являются слишком маленькими и не являются слишком большими. Там с огромной вероятностью будет находиться крупный участник рынка. Понять мы это можем только после того, как рынок расформируется, и мы можем ждать сигнал в этом боковике и заходить, соответственно, в этом боковике. Ну и следующее – это резкие импульсные падения. Выделяем свечку и используем это в будущем. Здесь важно сделать небольшое пояснение. Иногда у вас будут вот такие импульсы, прям огромные. В данном случае выделяйте по вот этой свечке, по предыдущей. То есть, если вы видите, что у вас область становится прям очень большой, выделяйте предыдущую свечку, а не эту. Хорошо. Вот что я тебе еще порекомендую. Я не хотел бы, чтобы ты торговал изолированно. Чтобы ты вот то, что я сейчас сказал, чтобы ты все это просто изучил и торговал вот как это в отрыве от контекста, потому что ты тогда будешь терять бабки. Несмотря на то, что информация, которую я сейчас сказал, она рабочая, на ней можно заработать, но ты будешь терять деньги. Почему? Потому что нужно торговать все в контексте. Тот же самый ложный пробой, я неоднократно говорю, что нужно торговать его в контексте. Как понимать контекст, на основе чего его понимать, как понимать спрос и предложение, я рассказываю в своем обучении. Ссылка на него находится в описании. Это обучение финансовым рынкам, это обучение активному трейдингу, с помощью которого ты, во-первых, составишь свою торговую систему, во-вторых, научишься читать рынок, в-третьих, ты сможешь понимать, что вообще происходит на рынке, кто лидирует, покупатели и продавцы, в-четвертых, ты научишься зарабатывать деньги на трейдинге. Так же, как зарабатываю я, так же, как зарабатывают мои действующие студенты, ты тоже сможешь зарабатывать. Здесь нет ничего сложного, не нужно быть 7 пядей во лбу, все очень просто, тренируемый навык. Каждый из вас может стать трейдером, ничего сложного нет, просто делайте то, что я вам говорю. Составьте свою торговую систему, начинайте зарабатывать бабки. Потому что если получается у моих студентов, у вас 100% получится. Вы просто некоторых моих студентов не знаете, но глядя на некоторых, вы бы поняли, что у вас бы 100% получится. Здесь не нужно обладать большим интеллектом, и это правда на самом деле. Ссылка на все находится в описании, перейдите, ознакомьтесь, изучайте этот процесс, потому что впереди у нас очень сложные времена, и если не трейдинг сейчас, то я не знаю, как вы будете в будущем зарабатывать. У нас осталось единственное окно возможностей, это финансовые рынки, это трейдинг. Других окон возможностей в современное время для русских людей в России попросту не оставили, нас лишили этого, нас просто лишили, у нас нету этого. У нас единственный шанс вот как-то подтянуть, так сказать, штаны, не скатиться по социальному уровню. Это трейдинг, это других вариантов попросту нет. Это финансовые рынки. Пока еще есть возможность, зарабатывайте. Главное, чтобы у нас эту возможность не забрали. Я надеюсь, не заберут. Во всяком случае, я уверен, что не заберут, поскольку если заберут, тогда нас точно трейдинг не будет интересовать. Это значит, что будут очень серьезные какие-то вещи в стране. И тогда нас будет интересовать тушенка и макароны.
Что ж, я желаю вам удачи. В любом случае, трейдинг способен вам предоставить возможность сохранения своих капиталов. Потому что рано или поздно, вот у меня есть зимбабвийские доллары. И вы должны понимать, что мы идем по той же самой тропинке. По той же самой. Все то же самое. Все один в один. Вот просто как по лекалам. Поэтому готовимся. Не ждем, а готовимся. Поэтому не ждем, а готовимся. Ссылка на все находится в описании. Я желаю вам удачи, счастья и благополучия на следующей неделе. Счастливо, зарабатывайте.